Привет, меня зовут Игорь, и я являюсь старшим фронтенд-разработчиком в компании Челикод. Мы решили запустить экспериментальный формат разговорных видео про разработку и IT в целом. И сегодня мы поговорим о том, что такое бэкэнд, что такое фронтенд, как эти вещи между собой связаны и какие типы веб-приложений бывают. Поехали! Итак, начнем с того, что такое фронтенд. Фронтенд — это визуальная часть вашего приложения. Это все то, что интерпретируется в вашем браузере или операционной системе. Разработка мобильных и даже некоторых десктопных приложений, вся бизнес-логика которых хранится в облаке, по сути тоже является фронтендом, хоть и не является веб-приложением. Но сегодня мы поговорим именно о фронтенде в мире веба. Итак, у нас есть браузер, который умеет рисовать страницы и реагировать на взаимодействие пользователя с ним. И внутри браузер может исполнять только три вещи. Это CSS, HTML и JavaScript. HTML или Hypertext Markup Language, что расшифровывается как гипертекстовый язык разметки. Он говорит браузеру, какие элементы на сайте у нас присутствуют. Это могут быть заголовки, могут быть параграфы, могут быть списки, картинки, кнопки, да все что угодно. В те античные времена, на эпохе зарождения интернета, отцы-основатели веб-стандартов еще не подразумевали, что в браузере будут крутиться полноценные веб-приложения. И язык HTML, он разрабатывался в качестве языка разметки информации в тексте, как в Microsoft Word. Но сегодня большие веб-приложения должны быть как-то стилизованы, ведь избалованный пользователь надолго не задержится на сайте с черным Times New Roman и синими ссылками с нижним подчеркиванием на белом фоне. Так вот, для решения этой ситуации придумали CSS. CSS говорит браузеру, как отображать элементы на странице. Условно он ему говорит: возьми элементы списка товаров и каждому из них добавь по отступу в 15 пикселей. А если мы хотим, чтобы по нажатию на кнопку в корзину у нас каждый товар добавлялся в корзину, для этого на помощь приходит язык JavaScript. Он говорит браузеру, как реагировать на определенные взаимодействия пользователя с веб-страницей. За все, что мы не видим, то есть процессы вне браузера, за это отвечает бэкэнд. В отличие от браузера, на бэкэнде вы можете использовать полный набор инструментов и технологий, как вы только захотите. Будь то PHP, Python, Ruby, вы даже можете писать бэкэнд на C, если практикуете BDSM. Пока что мы говорили о клиенте и сервере как об отдельных сущностях, но эти две сущности между собой должны как-то коннектиться, общаться и передавать данные. Так вот, данные между ними проходят по протоколу HTTP, что расшифровывается как Hypertext Transfer Protocol. Странно звучит, но каждого третьего фронтенд-разработчика, которого мы собеседуем, возникают вопросы, он путается в понятиях и терминах, когда мы спрашиваем про HTTP. Итак, обмен сообщениями идет по обыкновенной схеме запрос-ответ. То есть предполагается существование клиента, который формирует запрос и отправляет его на сервер, и сервера, который этот запрос постоянно ожидает, затем принимает ответ, каким-то образом его обрабатывает и отправляет обратно на клиент. Каждый HTTP-запрос состоит из трех частей, которые передаются в определенном порядке. Вначале у нас идет стартовая строка. Она определяет тип сообщения. Браузер отправляет запрос, где говорит: получи данные по адресу search на хосте google.com методом get. Метод get означает то, что мы хотим только получить данные, а не передать их. Затем идут заголовки. Они характеризуют тело сообщения, параметры передачи и прочие сведения, допустим, на каком языке мы хотим получить ответ. Затем идет тело сообщения. Это непосредственно данные сообщения, которые мы передаем серверу. Не все запросы имеют тело сообщения. Для примера, когда мы запрашиваем комментарии, мы делаем это с помощью метода get. А если же мы хотим запостить новый комментарий, мы отправляем его состав уже в теле сообщения методом post. После того, как сервер обрабатывает запрос, он отправляет обратно на клиент ответ с кодом состояния в стартовой строке. Код состояния представляет собой трехзначное число, и все коды состояния делятся на 5 классов. Мы тут подумали и решили, что проще всего вам будет показать это на примере игры в пинг-понг. Я буду клиентом, вот этот товарищ будет сервером, а вот этот мячик будет HTTP-запросом. Давайте продемонстрируем это в действии. Первый класс кодов состояния — это сотые коды. Они информируют о процессе передачи данных. Допустим, код 101 говорит о том, что нам нужно сменить протоколы. Допустим, мы отправляем запрос на HTTP, он отправляет с кодом 101 и говорит, что мы хотим переключиться на протокол WebSocket. Сейчас мы это продемонстрируем.
200-е коды ответов сообщают об успешном ответе сервера. Далее идут 300-е коды ответов. Они отвечают за редиректы. Допустим, браузер хочет отправить запрос на сервер, сервер отвечает с кодом 300 и больше, и затем браузер уже перенаправляет свой запрос на другой сервер. Четырехсотые коды ответов предназначены для указания ошибок, в которых накосячил клиент. Допустим, отправил запрос не туда или отправил запрос на ресурс, который ему нельзя видеть. Кстати, знаменитая 404-я ошибка как раз из этой серии. Также в этом классе есть довольно забавные коды ответов. Например, 418 «Я чайник». Она была стандартизирована в качестве первоапрельской шутки. Или, допустим, 451 код ответа означает, что ресурс заблокирован в каком-либо регионе и является отсылкой к роману Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 500-е коды ответов говорят о том, что при ответе на запрос накосячил сервер. Самая частая ошибка, когда сервер падает при запросах, это 500, внутренняя ошибка сервера. Мы разобрали, из чего состоит HTTP-запрос. А теперь поговорим об инициаторе его вызова, так как HTTP-запрос может отправить как сам браузер, так и приложение внутри браузера с помощью JavaScript. И вот в зависимости от инициатора этого запроса и формата данных внутри его тела зависят различные архитектуры веб-приложений. Выделим несколько основных архитектур, определяющих, как у нас будут взаимодействовать бэкэнд и фронтенд. Первое — это серверные приложения. В этом случае HTTP-запросы отправляются на сервер, а сервер отвечает HTML-страницей. Между моментом, когда запрос формируется, и ответом сервера, сервер еще дополнительно может ставить какие-либо данные из базы данных в шаблон страницы и отдать сгенерированную страницу. В качестве примера классического серверного приложения мы можем привести сайт MVideo. Итак, переходим на сайт mvideo.ru, открываем инспектор. В инспекторе ищем вкладку Network. Внутри вкладки Network вкладка Doc и открываем первый запрос. Мы видим, что с сервера к нам пришла вся веб-страница вместе со всеми тегами, со всеми стилями и со скриптами. Если же запросы отправляются не браузером, а самим приложением, то используется такая штука, как AJAX или Asynchronous JavaScript and XML. Также исторически сложилось, что ответы с этих асинхронных запросов приходят в формате XML. Но сейчас это не используется, и самый распространенный метод сериализации данных является JSON. Вы можете, конечно, использовать XML, но он больше места занимает, во-первых, а во-вторых, он является устаревшим, так что если вам 60 лет, можете этим заняться. Так как Ajax позволяет вам загружать данные с сервера без обновления страницы, в последнее время распространились так называемые одностраничные веб-приложения. В чем их суть? Суть в том, что браузер отправляет на клиент чаще всего пустую страницу и JavaScript-код, который уже непосредственно на клиенте занимается рендером веб-приложения. Такие приложения чаще всего работают бесшовно и без перезагрузки страницы, что очень удобно для пользователей. В качестве примера можно привести сайт Instagram. Переходим в Instagram, вкладка Network, Doc, и видим, что при первом запросе рендер страницы не происходит, а им занимается уже непосредственно JavaScript. Итак, кликаем по ссылке внутри сайта и видим, что переход осуществляется моментально. Это происходит благодаря клиентскому роутингу, который не перезагружает страницу, а лишь меняет адрес в браузере клиента, и JavaScript уже перерисовывает саму страницу. Одностраничные приложения — прекрасная вещь, но у них есть одна проблема — они очень плохо индексируются поисковыми системами. Чтобы избежать этой проблемы, но при этом сохранить удобство для пользователя, придумали такую вещь, как изоморфные веб-приложения. Они позволяют вам исполнять код как на сервере, так и на клиенте. Как это происходит? Браузер отправляет запрос на сервер, сервер с помощью серверного JavaScript формирует верстку и отправляет обратно, как на классических серверных приложениях. Затем вступает в дело клиентский JavaScript. Он гидрирует, то есть иными словами смешивает верстку, которая пришла с сервера, с версткой, которую сформировал клиентский JavaScript. И благодаря этому пользователь получает преимущество скорости работы, а также бесшовные переходы.
А Product Owner, то есть тот, кто его разработал, это приложение, он получает преимущество в поисковой оптимизации. На этом все. Пишите в комментариях, зашел вам такой формат или вышел. Что там обычно говорят ютуберы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.